Всем привет! По просьбе нашего подписчика мы решили сделать ролик про Александра Рубеля, серийного убийцу, орудовавшего в Эстонии. Свои жестокие расправы серийный маньяк совершал в период с 1997 по 1998 год. На его счету несколько зверских убийств. Он говорил, что убивал в состоянии измененного сознания. Винил в своих бедах жидкость, которую мы используем обычно для поездок на автомобильном транспорте. Однако, несмотря на целую серию жестоких убийств, потрошитель получил сравнительно небольшой срок тюремного заключения. Александр Рубель родился в Украинской ССР в декабре 1980 года и, казалось, рос обычным ребенком. Мальчик родился в католическое Рождество, праздник, который у многих ассоциируется с любовью и радостью. Но в случае с Александром все было иначе. Он проживал в Эстонии. Собственно говоря, все свои преступления он совершил в эстонской столице. О детстве Александра Рубеля известно немного. Судя по всему, в детстве он не подвергался жестокому либо пренебрежительному отношению, как многие серийные убийцы. Вместе с тем, детские годы его прошли не безоблачно. В 13-летнем возрасте у Александра начались первые проблемы со здоровьем. Виной тому стало его увлечение. Мальчик пристрастился вдыхать пары бензина, чтобы получать кайф. Другими словами, он стал токсикоманом. Токсикомания – расстройство, вызванное употреблением летучих, бытовых и промышленных химикатов, содержащих психоактивные вещества, бензол, ксилол, толуол, ацетон, этиловый и амиловый эфиры, трихлороэтилен и другие. Эти вещества не включены в официальный список наркотических средств, но представляют серьезную опасность для здоровья. Конечно, токсикоманом может стать и человек, живущий в благополучной семье. К счастью, такое случается редко. Как правило, такой зависимостью страдают те, кто пережил психологическую травму. Травма может быть вызвана отношениями в семье или напряженными отношениями со сверстниками. По этой причине можно с уверенностью предположить, что Александр, скорее всего, испытывал какие-то трудности на протяжении долгого времени. 13-летний Александр вдыхал пары бензина, чтобы отключиться от внешнего мира. Мы не знаем, почему он выбрал бензин, вероятно, по причине того, что бензин является относительно дешевым и доступным. Пары бензина чрезвычайно токсичны. От их воздействия человек может быстро потерять сознание. Длительное вдыхание паров бензина может привести к летальному исходу. Александр вдыхал пары бензина лишь изредка и понемногу, чтобы одновременно оставаться под кайфом и при этом скрывать свою зависимость от друзей и семьи. Однако токсины, попадая в его организм, пробудили в Александре нечто такое, о чем он даже не подозревал. Вдыхаемые токсины превратили безобидного мальчика в жестокого серийного убийцу. По крайней мере, так Александр оправдывался после своего ареста. Многие серийные убийцы начинают свою криминальную деятельность в юном возрасте, часто проявляя первые признаки агрессии в отношении животных. Бытует мнение, что действия в отношении животных могут быть своеобразной репетицией будущих преступлений, направленных против людей. Хотя из открытых источников неизвестно о фактах жестокого обращения Александра с животными, установлено, что свое первое убийство он совершил в возрасте 17 лет. Первой жертвой маньяка стал Тыну Пылд. 45-летний Тыну был соседом Александра. Мужчина имел инвалидность. Преступление было совершено 19 сентября 1997 года. В тот день Александр в очередной раз тайком поддался своему пристрастию. Именно в тот день пары бензина сыграли с ним злую шутку. Александр утверждал, что на этот раз эффект был иным. Вопреки обыкновенно наступающему состоянию расслабленности, он почувствовал нарастающий гнев. Впоследствии Александр рассказывал следователям, что его охватила жажда крови, которую он мог утолить только одним способом – лишить жизни другого человека. Он решил направить свою агрессию на ближайшую и, как ему показалось, наиболее уязвимую мишень – своего соседа, инвалида Тыну Пылда. Тыну находился дома один.
Неизвестно, открыл ли сам хозяин дверь убийцы или Александр вломился в дом своей жертвы. Александр напал на человека с ограниченными возможностями и жестоко расправился с ним. В полицию сообщение об убийстве поступило на следующий день. Тело Пылда нашли соседи, которые по привычке зашли навестить мужчину, узнать, не нужна ли ему помощь. Соседи объяснили, что убитый не мог передвигаться самостоятельно, поэтому они приносили ему еду. В последний раз мужчину видели живым накануне вечером, а на следующий день нашли изуродованный труп. К тому моменту Александр уже давно скрылся. Судмедэксперт сообщил полицейским, что травмы преступник наносил своей жертве топором. Били в основном по голове, отчего имеются открытые травмы черепа. Следы сопротивления отсутствовали. На это у жертвы не было ни сил, ни здоровья. Важно отметить, что преступление было совершено в доме номер 100Б по улице Копли в Таллине. По этому же адресу проживал и сам Александр Рубель. Именно этот адрес позже еще не раз всплывет в полицейских сводках. Следователи допросили соседей, но никто ничего не видел. У полиции не было оснований подозревать 17-летнего парня в таком жестоком преступлении. Александр даже не попал в поле зрения правоохранительных органов. Он избежал наказания и продолжил жить, как ни в чем не бывало. Позже, уже будучи арестованным, Александр скажет следователям, что решил лишить жизни Тыну только потому, что он был легкой мишенью. Рубель никогда раньше не нападал на людей и тем более не убивал. Поэтому, выбирая первую свою жертву, он должен был быть уверен, что она не окажет сопротивления. Совершив первое убийство и не понеся наказания, будущий маньяк осмелел. Возможно, желание убивать в его сознании возникало с самого детства. В статьях, написанных об Александре, почти ничего не говорится про его отца, Андрея. Мы не знаем, чем он зарабатывал на жизнь, его возраст и какие отношения связывали его с сыном. Существует предположение, что у Андрея Рубеля были серьезные проблемы с контролем своих эмоций. Возможно, вспыльчивый взрывной характер он унаследовал от отца. Прошло 1,5 месяца с момента первого убийства. 7 ноября 1997 года Александр совершил второе убийство. Точнее, он стал соучастником. Картина преступления выглядела следующим образом. В тот день его отец Андрей, вернувшись домой с работы, обнаружил в квартире гостя. Его супруга общалась с неким Александром Павловым. Андрей Рубель сразу же заподозрил жену в измене. Он не стал разбираться, с какой целью мужчина находился в его доме в отсутствии хозяина. Схватил нож и нанес Павлову как минимум 4 удара. Александр стал свидетелем расправы. Юноша помог раненому добраться до кровати, обещал перевязать раны и вызвать полицию. Но произошло обратное. В приступе ярости он начал душить мужчину, который, несмотря на ранение, боролся за свою жизнь. В итоге Павлов потерял сознание. Пока он был без сознания, Александр схватил его и сбросил из окна 3-го этажа. Отметим, преступление произошло в доме по тому же адресу, улица Копли, дом 100Б. Затем отец с сыном перетащили тело в подвал. Труп обнаружили несколько дней спустя. Пришедшие по вызову сантехники случайно увидели окровавленное тело, лежащее в подвальном помещении. Приехавшая по вызову полиция быстро вычислила убийцу. Рубель-старший взял всю вину на себя. Отца Александра увезли в участок. Самого Александра задерживать не стали. Отца приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство Павлова. Вероятно, с этого момента Александр понял, что его жизнь уже никогда не будет прежней. Его семья распалась, психическое здоровье пошатнулось. Отец сидел в тюрьме, мать Александр вычеркнул из своей жизни, поскольку именно из-за нее, как он сам говорил, и произошла трагедия. Некоторое время спустя после ареста отца Александр отправился на пляж Строми, популярное место отдыха жителей города и туристов.
Пляж Строми, также известный как Штроми или Пельгурант, расположен на полуострове Копли в северной части Таллинна. Точную дату следующего нападения установить не удалось. Между 22 и 24 января 1998 года Александр в очередной раз пришел на пляж. Там он, как обычно, вдыхал пары бензина. В тот день он встретил Евгения Шелеста, 1947 года рождения, который пришел на пляж, чтобы отдохнуть после рабочего дня. Александра снова накрыло непреодолимым чувством ярости. Он напал на Евгения, нанеся ему несколько ножевых ранений. Район пляжа, который раньше был тихим и спокойным местом, теперь был оцеплен полицией и огражден желтой лентой. Полиции так и не удалось выйти на след преступника. Рубель снова избежал наказания. Прошло чуть больше недели. Александр совершил новое нападение. Следующую жертву он выбрал гораздо быстрее, чем предыдущих. И на этот раз, совершая преступление, он находился под воздействием токсических веществ. Убийца шел по безлюдной улочке города. Его выбор пал на мужчину средних лет, идущего ему навстречу. Когда мужчина проходил мимо, Александр спросил, не найдется ли у него сигареты. Рубель также попросил у мужчины 5 эстонских крон, чтобы купить немного бензина. До 2010 года в Эстонии в денежном обороте использовались эстонские кроны. В следующую секунду Александр достал топор, который все это время находился при нем, набросился на мужчину и обезглавил незнакомца. Позже обезглавленное тело найдут сотрудники таллинской полиции. Опознать погибшего удалось по отпечаткам пальцев. Полицейская база выдала данные на ранее судимого мужчину. Жертвой маньяка на сей раз оказался Владимир Иванов. Полиция отработала версию о старых связях потерпевшего, долгах и контактах. Узнать истинную причину жестокой расправы следователям удалось лишь через несколько месяцев. 9 февраля в том же доме 100Б на улице Копли снова произошло убийство. Жертвой преступника стала Ольга Воронкова, 1944 года рождения. Женщина захлебнулась собственной кровью после того, как потеряла сознание от побоев и пыток. Рубель пытался ее задушить. С 28 февраля на 1 марта 1998 года в своем доме был убит Владимир Кинзерский, 1944 года рождения. Установить причастность Рубеля к данному эпизоду не удалось, хотя в ходе предварительного следствия Рубель признался в совершении 7 убийств. 4 июня 1998 года Рубель убил 15-летнюю Алису Сивас в Пальясааре. Серийный убийца перерезал девочке горло. Сложно представить, сколько еще жизней мог он загубить. Родители 2 парней обратились в полицию, заявив, что сыновья стали свидетелями убийства Рубелем молодой девушки. Александра Рубеля задержали 8 июня 1998 года. Свою последнюю жертву он убил за 4 дня до ареста. Рубель сразу стал давать признательные показания. Он признался в 7 убийствах, но следствию удалось доказать только 6. Обвинения по одному убийству сняли на стадии суда 2-й инстанции. Количество преступлений уже не имело для него значения. 7, 6 или 5. Рубель делился своими впечатлениями и объяснял, что послужило мотивом в каждом конкретном случае. И это делало его преступления еще более ужасными. Вспомним первое убийство. Инвалид, беззащитный и практически лишённый возможности самостоятельно передвигаться. Рубель рассказывал, что узнал от знакомых о больном человеке, проживающем в одной из соседних квартир. Неизвестно, когда душегубу пришла мысль попробовать совершить убийство, но именно на этом человеке он решил проверить свои силы. Позже Рубель описывал, как взял маленький топорик, пришел к мужчине и начал наносить удары. Остановившись, он натянул на него наволочку, чтобы кровь не брызгала, и продолжил. С каждым разом его ощущения становились все более острыми. При этом он подчеркивал, что не хотел мучить своих жертв, поэтому старался действовать быстро. Эксперты утверждают, на свою охоту Рубель отправлялся в состоянии токсического опьянения.
Он вдыхал токсичные пары бензина, погружался в транс и шел убивать. Прокурор Хингебранд потребовал признать Александра виновным в совершении 6 убийств и назначить для него наказание в виде 8 лет лишения свободы, поскольку Рубель был несовершеннолетним на момент совершения серии убийств. На суде Рубель угрожал убить прокурора и сказал, что хочет создать свое собственное кладбище. Таллинский суд приговорил Александра Рубеля к 8 годам лишения свободы. 8 июня 2006 года Рубеля освободили из Тартусской тюрьмы. Сменив имя и фамилию, он вернулся на родину, в Украину. У вас невольно мог возникнуть вопрос: почему душегубу дали всего 8 лет? Объясняем. Его судили по законам того времени. В те годы данный срок являлся максимальным наказанием для несовершеннолетнего. Сейчас в Эстонии планку подняли до 10 лет, но и пожизненное заключение в особых случаях допускается, хотя ни разу еще не назначалось. Второй вопрос. Психическое здоровье Рубеля. Многочисленные психиатрические экспертизы сошлись во мнении. Он очень жесток, отрицает нравственные устои общества, однако полностью вменяем. Психических заболеваний не имеет, отдает и отдавал отчет в своих поступках, красочно и подробно описывает детали совершенных убийств, а потому может нести уголовное наказание. Он его и понес. Рубель не стал использовать законное право спустя 2/3 срока просить об условно-досрочном освобождении. Он отсидел все 8 назначенных лет. Больше держать его под стражей никто не имел права. После 8 лет, проведенных в тюрьме, надзиратели, которые за ним наблюдали, пришли к выводу, что он не исправился. Надзиратели предположили, вероятность того, что Рубель снова совершит подобные преступления, высока. Дальнейшая судьба Александра Рубеля неизвестна. Благодарим за просмотр данного ролика. Ставьте лайки, пишите комментарии. Так вы помогаете продвижению нашего канала.